Всем привет, дорогие друзья! И мы с вами опять на дороге Симферополь-Алушта-Ялта. Это вторая часть нашего путешествия. Первая часть мы проехали с вами от трассы Таврида в районе села Донского и Мазанка по новому юго-восточному обходу Симферополя. Великолепная 27-километровая трасса выходит в селе Перевальном. И вот отсюда мы с вами стартуем в сторону Ялты. Конечно же, этот участок просто шикарен, но компания ВАТ приступила к следующему сложному участку работ от Перевального до Алушты. Своим распоряжением глава Крыма Сергей Аксенов определил единственным подрядчиком на этом этапе компанию ВАТ, которая прекрасно, великолепно зарекомендовала себя в Крыму. Цена этого 16-километрового участка от села Перевального до села Изобильное, где начинается обход Алушты, 60,5 миллиардов рублей. Именно в такую сумму сравнительно небольшой 16-километровый участок дороги оценен ввиду его большой сложности. До села Изобильного на него приходится 11 оползней и еще 9 геологически сложных участков. И при этом самый активный оползень существует с начала 60-х годов прошлого века. Он заявил о себе одновременно с прокладкой, собственно говоря, самой трассы. Сейчас вот мы с вами двигаемся непосредственно по этому участку. Ну, вроде видим мы 4 полосы, отбойники по барьерное ограждение, вернее, по краям дороги. Ну вот осевая, где 2 сплошные линии, конечно, отбойниками не отделена. Видим мы с вами вот опоры стоят, которые поддерживают контактную сеть. Как известно, здесь проходит самая протяженная трасса в мире троллейбуса. Напомню, протяженность трассы от Симферополя до Алушты, до Ялты, извиняюсь, 82 километра. И вот вы видите, сейчас идут работы с обеих сторон этой трассы. Именно вот этот участок дороги самый сложный, самый серпантинистый, если можно так сказать. Вот в советское время этот участок ремонтировали ежегодно, но этого хватало ровно до следующего курортного сезона. 20 лет назад эту проблему попытались решить радикально, укрепив склон трассы, горной породы, укрепив склон трассы, остановив движение горной породы буро-набивными сваями. Однако это не помогло, оползень по-прежнему активен. А дальше автодорога переходит в сплошной горный серпантин. Вот Ангарский перевал здесь, сейчас мы будем проезжать с вами. И вот этот горный серпантин с улавливающими тупиками. Их здесь тоже вот будем ехать, будет хорошо видно. И теперь строителям предстоит решить эту архисложную, но и интересную задачу. Не случайно на строительство этого 16-километрового участка шоссе отводится целых 6 лет. Представляете, какие грандиозные работы здесь планируются. Ну и, конечно же, цена 60,5 миллиардов рублей. А затем вот в районе Изобильного начинается обход Алушты. Также уже началось мощное строительство. Ну вот мы будем с вами потихонечку ехать. Конечно же, этот участок, обход Алушты, мы с вами не увидим, потому что там новое строительство проходит. Как известно, туда мы никак не попадем. Вот если бы еще на коптере можно было летать, может быть, что-то мы с вами увидели бы. Но, как говорится, что имеем, то имеем. Пока двигаемся вот по этому участку от села Перевальное до Алушты. Видим, мы здесь идут работы. Вот с левой стороны, посмотрите, какие склоны. И работа ведется в круглосуточном режиме. Единственное, что в районе села Изобильного, где находятся населенные пункты, ночью работы не ведутся, потому что соблюдается вот режим тишины. Ну а где населенных пунктов нет, работы идут в круглосуточном режиме. Повторяю, здесь работает фирма ВАТ.
Вот я пока вот эти все данные вам рассказываю, а вы крутите головой вот налево, направо. Собственно говоря, мы все это с вами наблюдаем. Вот это мощное такое строительство. И сложность еще этого строительства заключается в том, что непосредственно идет движение по дороге Симферополь-Алушта-Ялта без перекрытия движения. Постоянно здесь нужно вот где-то строить временные объездные дороги, чтобы движение продолжалось. Ну и, конечно же, это создает определенные сложности. Ну а по-другому здесь никак не получится, потому что альтернативы этой дороги нет. И приходится вот строителям подстраиваться под все это. Конечно же, движение здесь ограничено, везде много желтых знаков, ну, как дорожных знаков. Как известно, желтые дорожные знаки – это вот временные такие знаки, но все равно их соблюдать надо. Очень много камер здесь на скорость, хотя вот в некоторых местах особо и не разгонишься. Ну вот мы, собственно говоря, и подъезжаем с вами к Ангарскому перевалу. Мы едем с вами со стороны Симферополя. Этот участок вот шел на подъем. И теперь вот проезжаем пост ГАИ. Он находится на самой высокой точке. И теперь будет затяжной спуск с Ангарского перевала. Это самая верхняя точка на автодороге Симферополь, Алушта, Ялта. И вот это все предстоит расширять. Здесь реально такой серпантин, движение идет то вверх, то вниз, улавливающий тупики, ну, на всякий случай, если вот у кого-то отказывают тормоза, не дай бог, конечно. И вот сейчас мы с вами двигаемся не курортный сезон, поэтому машин немного меньше. Ну, а представляете, что здесь происходит в курортный сезон. Так что вот такая она дорога. Ну, и двигаемся и смотрим, как идет строительство. Участок от Изобильного до Алушты, хотя и небольшой, но очень сложный, как я уже говорил, из-за особенностей рельефа. Поэтому здесь на отрезке меньше, вот, от Изобильного до Алушты, меньше 8 километров построят 2 разноуровневых транспортных развязки и 9 искусственных сооружений. Мост через реку Улу-Зень, 2 путепровода, мостовые сооружения на транспортных развязках, 1 виадук и 5 путепроводов тоннельного типа. Это не тоннели, не путайте. Это обычный путепровод, а тоннельным он называется только лишь потому, что его длина относительно переезда немного больше. Вот, собственно, и все. Вот если брать по-простому объяснить, тоннель – это проходка в скалах, под землей, еще где-то. А путепровод тоннельного типа – это полностью искусственное сооружение. Это, если говорить в простонародье, огромная труба, в которую будут въезжать автомобили, а сверху ее просто засыпят грунтом и тоже сделают там проезжую часть, ну, например, для сельскохозяйственных машин. Так что вот путепровод тоннельного типа – это вот не тоннель в классическом строгом его понимании. Виадук, еще вот объясню вам, виадук от моста отличается тем, что он ведет не через реку, а через овраги, обрывы или какие-то там оползневые зоны. Протяженность таких виадуков под Алуштой будет чуть более 178 метров. Ну, мост – это искусственное сооружение, которое пересекает водную преграду, реки и прочие там водоемы. Вот чем это объясняется, а то мне всегда вопросы эти задают, ну, немножко вот объясню вам. Эта дорога должна максимально выровнять как по высоте, так и в плане, поэтому мы максимально ее спрямляем и срезаем. То есть вот такого крутого горного серпантина здесь не будет. При проектировании этой дороги учитывались оползни. Про оползни я вам уже немножко тоже рассказал, но это вот бич всей этой дороги. И большое количество средств материальных и времени будет затрачено именно на укрепление дороги. Будут проведены огромные масштабные противооползневые работы. Ну и, как я уже вот говорил, первый этап строительства начинается в Перевальном, а дальше существующая дорога реконструируется, доводится до нормативного
норматива первой технической категории, то есть до 4 полос. Где-то она будет уходить несколько ближе в лес с учетом выемки горного рельефа, а где-то совпадает со старой дорогой. Где-то было необходимо уходить в сторону, чтобы максимально отодвинуться от оползневых участков и исключить просадку дороги. Кроме того, проект предусматривает строительство подпорных стен общей протяженностью 1 километр 250 метров. Но это просто огромные такой вот подпорные стены. Представляете, в таких стесненных, сложных условиях построить. Ну и вот, учитывая опыт Тавриды и из-за сложности рельефа в строительстве, задействовано более 230 человек и много крупногабаритной техники, приблизительно около 160 единиц. Работы идут круглосуточно в 3 смены. Так что, вот я уже сказал, ну а в районе Изобильного по ночам работы не ведутся. Соблюдается закон о режиме тишины. В работе учитывается опыт, полученный при строительстве федеральной трассы Таврида. Ну и, например, применяют такую же асфальтобетонную смесь, разработанную для жаркого крымского климата. А она была разработана специально. Кто вот следил за моими видео, знает, я там подробно рассказывал и про составы этой смеси, и как ее делают. Так что, кому интересно, может вот посмотреть предыдущие видео. Сейчас на объекте ведется много подготовительных работ, вырубаются кусты и деревья, перекладываются инженерные сети и параллельно возводят опоры для мостовых сооружений. Взамен вырубленных деревьев уже посажен компенсационный лес. Конечно, здесь были вырублены деревья, при строительстве дорог без этого, к сожалению, не обойтись. Тут было немного краснокнижных кипарисов в начале дороги, но они были такие вот стихийные, их было невозможно все пересадить. Было получено разрешение на снос зеленых насаждений в Министерстве экологии. Согласовали с ними проект лесовосстановления и уже высадили этот лес. Новые посадки появились в районе села Изобильного по Ялтинской трассе и в районе Грушевского перевала под Феодосией. Высадили в основном лиственные деревья, которые в этих районах Крыма чувствуют себя лучше всего. Так что, ну, где-то, конечно, убыло зеленых насаждений, а где-то прибыло. Ну, а дорогу без этого никак не построить, потому что приходится ее сильно расширять, землеотведение, вот это все под строительство, дорога практически строительство новой трассы, вот с такими сложными горно-геологическими условиями. Ну и, наконец, давайте немного поговорим о еще одном таком сложном участке трассы Симферополь-Алушта-Ялта. Это именно обход Алушты. Абсолютно новое строительство. Начинается оно в районе села Изобильного. В конце 2024 года было опубликовано распоряжение главы Республики Крым, согласно которому упомянутая выше компания ВАТ была выбрана тут же единственным подрядчиком по госконтракту для проведения подготовительных мероприятий в рамках проекта строительства и реконструкции автомобильных дорог. Трассу будет реконструировать между Ангарским перевалом и обходом Алушты. Это расстояние со 155 по 180 километр будет идти в 2 этапа. На участке от 155 до 171 километра проезжую часть расширят до 4 полос. В рамках компании возведут 6 мостов и путепроводов, а также одну транспортную развязку. В середине июля этого года профильное учреждение выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на строительство первого этапа автодороги. Напомним, контракт с ВАТ на выполнение проекта изыскательских работ был заключен в 2021, а о соответствующих планах власти объявили летом аж далекого 2020 года. Ну а что касается обхода Алушты, то он обойдется примерно в 22,4 миллиарда рублей. На данный момент на объекте продолжаются работы по переустройству инженерных
сетей, параллельно возводят опоры мостов и путепроводов. Всего будет построено 9 искусственных сооружений, включая 178-метровый виадук, как я уже говорил, и переход через реку Улу-Узень. Хочется отметить, что в Крыму идут масштабные строительные работы. Так, власти Крыма утвердили проекты дорожного строительства и реконструкции на ближайшие 5 лет. Основные это съезды с трассы Таврида к побережью, ремонт дороги Алушта-Ялта, реконструкция горного шоссе к поселку Новый Свет и серпантин из Ялты в Бахчисарай через плато Айпетри. Об этом сообщил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов. В 2026 году будет построен первый этап автомобильной дороги Льговская-Грушевка-Судак, съезд с трассы Таврида. Вот меня, кстати, спрашивали про это. Вот в 2026 году. Он ведет к кластеру Таврида возле Судака. Протяженность всего объекта около 32 километров. Стоимость более 23,6 миллиардов рублей. Также в 2026 году будет завершен капитальный ремонт участка дороги Алушта-Ялта протяженностью 28 километров и ремонт дороги Бахчисарай-Ялта. Но это вот Алушта-Ялта. Сюда не входит обход Алушты. Вот от Алушты до Ялты там работ поменьше, но тоже масштабно все это будет. Так что вот такие грандиозные события произойдут в 2026 году. Ну и, конечно же, ремонт дороги Бахчисарай-Ялта через плато Айпетри тоже такая грандиозная стройка. Постоянно, кто вот ездил по этой дороге, знает, что там каждый год что-то делают, что-то ремонтируют. То здесь обвалится, то здесь дорога поплывет. И по большей части вот от Соколиного до Айпетри эта дорога по большей части всегда была закрыта. Ну а про зиму я уже вообще не говорю. Там такой серпантин, дорога заужена. Сложнейшая тоже трасса. И вот за нее, за ремонт ее, за капитальный ремонт ее взялись. Там тоже очень много будет подпорных стен, очень много там укрепительных работ. Так что вот интересное тоже строительство. Ну а места там изумительно красивые. Когда едешь, просто наслаждаешься этими видами. Вот еще раз скажу, кто ездил по этой дороге, не дадут мне соврать. Ну просто великолепно. Вот от Соколиного и до плато Айпетри. Также вот будет построен, вернее, объезд Артека, а также обход Алушты через село Изобильное. Обход Алушты позволит туристам ехать к Ялте, не попадая в пробки, и существенно сократит время в пути. Еще один проект строительства и реконструкция автомобильной дороги Судак, поселок Новый Свет, протяженностью свыше 6 километров, горный серпантин, со сроком реализации в 2027-2029 году. На эти цели потребуется порядка 7 миллиардов рублей, отметил глава Крыма. Но опять же, 7 миллиардов сейчас посчитали, а реализацию проекта начнут в 2027 году. Еще неизвестно, какая будет инфляция и сколько все это будет стоить. Но дорога тоже вот, посмотрите, вот слева, справа, какие работы уже идут по трассе. Видите, вот эти столбики, ограничивающие движение и скорость. Едешь, вот желтые разметки временные потихонечку. Ну, вернемся к дороге Судак, Новый Свет. Кто ездил по ней, знает, тоже красивейшая дорога. Порой даже в некоторых местах две машины разъехаться не могут, и вот в карманах пропускают друг друга. Хоть она и небольшая, всего вот 6 километров, но виды потрясающие тоже открываются, и тоже ее хотят ремонтировать. Тоже очень интересный проект. Но опять же повторю, вот огромный минус, я бы с удовольствием все это показывал, если можно было бы вот использовать коптер. Но этого сейчас в нынешних условиях делать нельзя, запрещено. Поэтому вот сложности, конечно, с показом, как будут идти работы на этих вот дорогах, огромные. А так бы вот так красивые, великолепные места, где проходят эти дороги. И вот вид, конечно, с квадрокоптера был бы потрясающий. И плюс еще идет стройка. Вспомните, как мы с вами вот летали и показывали
строительства Тавриды, особенно вот где Ялтинское кольцо, вот эти участки выемки. Ну а здесь еще красивее места, и вот где проходят дороги. Так что много, посмотрите, сколько планов. Вот дорога Алушта, Ялта, дорога Судак, съезд с трассы Таврида до Судака, и вот обход Алушты, и дорога Судак, поселок Новый Свет. Все это такие проекты, ну, можно сказать, грандиозные, которые со времен строительства этих дорог ремонтировались так потихонечку. Ну и теперь вот за них взялись капитально. Пока вот ехал по этой трассе, рассматривал, вам рассказывал, хочется еще сказать про бензин. На момент, когда ехал, был по 95-й бензин по 76 рублей. Тут два продавца бензина, Атан и ТЭС, такие большие они по всему Крыму. Сейчас вот последний раз заправлялся на рубль, уже дешевле стал бензин, то есть 75 рублей 95-й бензин. Это вот такая вот приятная нотка во всем этом. Ограничений по отпуску в одни руки, в один автомобиль нет. Заливайте сколько влезет вам. И проезжая вот по всему Крыму, я не заметил, чтобы на заправках не было бензина. Хочется верить, что топливный кризис миновал, и теперь вот с бензином проблем нет. Но единственное, конечно, бензин дороговат. Вот даже если сравнивать Крым и новые территории, вот Херсонскую область, Запорожскую область, выезжаешь из Крыма, прям последняя заправка Атана перед КПП Чингар, 76 рублей бензин был. Вернее, 75 уже я выезжал. А следующее в Новоалексеевке, там совсем небольшое расстояние, это уже Херсонская область, на 4 рубля дороже бензин был. То есть 75, там был 79, 95 бензин. Так что вот такая ситуация с бензином. Ну а мы с вами тем временем двигаемся по дороге вот до Ялты. Конечно, когда построят обход Алушты, трафик, транзитный трафик уйдет на эту дорогу и разгрузится движение, вот заезд, выезд в Алушту. Все вы помните, знаете, как туда заезжать, тем более еще там и троллейбусы, как мы видим, вот контактная сеть у нас всю дорогу над головой. И тут вот на въезде в Алушту и на выезде постоянные пробки организуют. Хотя это и не центр, там краем задевает эта дорога, но все равно. И теперь вот когда построят, движение же, конечно, от Тавриды, можно сказать, если едете с Крымского моста, от трассы Тавриды и до Ялты радикально будет по времени сокращено. То есть уже юго-восточный обход Симферополя, обход Алушты, будете двигаться по шикарной четырехполосной дороге. Еще раз хочу напомнить вам, кто не видел первую часть этого ролика, вот юго-восточный обход Симферополя, обязательно посмотрите. Кто ездил уже, освежите память, а кому еще предстоит поехать по этой дороге, посмотрите, в каком состоянии великолепном она находится, когда едете, и впереди у вас гора Чатырдах, открываются такие виды. Ну, местные зовут ее, кстати, Чердак, гору Чатырдах. Ну, красота неописуемая. Аянское водохранилище рядышком. Ну и вот посмотрите, мы с вами двигаемся дальше. Посмотрите, какие мощные подпорные стены строят. Тоже вот асфальт положить, это уже финишная степень строительства дороги. Ну и, конечно, самое зримое. А вот эти незримые все работы, перекладка коммуникации, расширение дороги, корчевка деревьев, все это вот тоже нужно делать, все это время, сроки. Ну и дорога, еще раз напомню, не знаю, говорил, нет, проектируется, что вся вот будет освещена. Это немаловажно в таких вот горно-геологических условиях, частые туманы здесь, и вот если будет ночное время освещения этой дороги, это будет просто великолепно. Кстати, вот проезжая по трассе Таврида, я заметил, что очень много участков начинают освещать, то есть устанавливать мачты освещения,
во многих местах, еще не везде, но уже очень много ведется вот таких работ. Проезжайте, вот обращайте внимание, кому интересно. Ну и вот посмотрите, как мы едем, даже вплоть до того, что по одной узенькой полосочке в каждом направлении. Видите, справа участок дороги реконструируется. Ну вот днем еще ничего, а ночью здесь вот проехать осторожность, осторожность. Встречные машины вот фарами слепят, хоть и по нормам, по ГОСТам все фары установлены, я надеюсь. Ну, наверное, не у всех. То вот такая близость встречной машины тоже вот иногда пугает. Нужно быть осторожным. Конечно, здесь вот видите много вдоль трассы построек, там магазинчики, кафешки, все вот эти вот, ну, придорожная так называемая инфраструктура. Все это как-то тоже будет решаться, чтобы не мешать движению и расширению дороги. Где-то строительство вот к основному ходу будет идти с левой стороны. Вот видите, бетономешалки стоят. Где-то справа. Ну, по возможности, конечно же, будут смотреть такой рельеф местности, вот как я уже говорил, уходить от оползней, уходить от максимальной вырубки леса, чтобы вот такие краснокнижные деревья, то такие как кипарисы. Посмотрите, какая красота, как великолепно они смотрятся вдоль дороги. По максимуму сохранить. Ну, конечно же, где не получится, приходится вот жертвовать этим, но будем надеяться, что за один спиленный кипарис вот эти организации строительные посадят 10 кипарисов. Так что ситуация с дорогами только и улучшается в Крыму, потому что я вот очень много их вам показывал, не только вот южный берег Крыма, трасса Таврида, большие города, но и вот северная часть Крыма, район Джанкоя, тоже села, тоже очень много дорог ремонтируется, приводится в нормативное состояние, тоже неоднократно я показывал. Трасса вот Феодосия, Джанкой, она хоть и двухполосная, но была в таком убитом состоянии. Ее сейчас отремонтировали, тоже мы с вами это все снимали, я показывал, как идет процесс ремонта этой дороги. Тоже у меня все это есть на видео. Ну и вот все время движения по этой трассе мы видим с вами, что идет ремонт дороги. Это вот уже участок трассы от Алушты до Ялты. 28 километров протяженность этого участка трассы Симферополь-Алушта-Ялта. Она тоже подвергнется реконструкции. Но здесь в меньшей степени сложность будет поменьше, работы идут тоже. Вот посмотрите, вот казалось бы, едете, всего две полосы. Справа подпорная стена, прям впритык к дороге идет, слева. Ну и все это вот нужно будет каким-то образом расширять. Если вот затеяли сделать четырехполосную дорогу от Симферополя до Ялты, тоже в некоторых местах работы непочатый край. И все это вот нужно уложиться в сроки. А когда сделают эту дорогу, представляете, как с ветерком можно будет прокатиться от Тавриды или от Симферополя, кто будет ехать. А там еще и готова уже дорога в эксплуатации Евпатория, Мирный, Евпатория, Симферополь. Вот 60 километров дороги тоже вот с выходом на объездную западная часть Симферополя, вернее, восточная, извиняюсь, восточная часть Симферополя можно проехать и выйти на вот юго-восточный обход Симферополя. Так что доступность дорог, и вот чтобы по минимуму проводить в пробках и местным жителям, и туристам в Крыму, все для этого делается. Ну а дороги, как известно, это вот артерии, и они ведут к подъему экономики. Будем на это надеяться и следить с вами, как происходит строительство и реконструкция дорог в Крыму. Ну вот, проезжая на этом участке дороги, мы видим тоже
Вот в некоторых местах идет реконструкция дороги. Конечно, здесь более пологая трасса, чем вот Ангарский перевал, там просто серпантин. Но тоже много проблем. Одна из проблем, конечно же, в Ялте, это вот с парковками. Заезжая в Ялту, а, долго ищешь себе место, где поставить машину. Особенно вот эта проблема существует в курортный сезон. Сейчас парковки там 50 рублей час стоят, но я думаю, со временем будет все это только увеличиваться. Хотя много таких вот не вдоль дороги, а выделяются места для парковки, там 100 рублей час, сколько-то 400 рублей в сутки. Тоже есть такие парковки. Поставил машину и забыл. Ну, посмотрите, какая мощная подпорка. Вот это старая и была только что вот новая из бетона. Так что здесь вот тоже вот в 60-е, в 1960-е годы строили эту дорогу, не знали еще, что такое вот трафик будет. Но построили и пустили здесь вот троллейбусное движение от Симферополя до Ялты. Тоже вот создает определенные помехи для водителей автомобилей, потому что если вот рогатый идет по дороге, особенно где серпантин, особенно в районе Ангарского перевала, плетется он еле-еле. Обгоны, как правило, там везде запрещены, дорога узкая, вверх-вниз, и собирается огромный хвост за этим троллейбусом. Едут там 20-30 километров в час, пока троллейбус не остановится на какой-то остановке для высадки и посадки пассажиров. Но, как правило, и назло, он едет без остановок, никуда не торопясь. Но как на нем тоже особо не разгонишься по такой вот пересеченной местности. По прямой он, да, может тоже придавить. Но вот с троллейбусами, конечно, вот на этой трассе, тем более на такой узкой, проблема существует. И вот стараются, где в разрешенных местах, побыстрее его обогнать. Ну, собственно говоря, вы все это сами и видите. Вот дорога, хорошо, мне повезло. Ехал, машин было не очень много, поэтому открываются вот такие виды без остановок. Я еще немножко, конечно же, скорость видео увеличил, чтобы сильно не затягивать, и вы насладились вот такими красотами этого шоссе. А впереди еще, конечно, дорога Ялта-Севастополь, там еще красивее виды открываются. Тоже запланирована ее реконструкция, но это уже в отдаленном будущем. Тоже там, по-моему, около 90 километров от Ялты до Севастополя дороги вдоль южного берега Крыма, южнобережное шоссе. Так что тоже, я думаю, со временем его начнут реконструировать. Но пока вот все взоры наши и внимание на дорогу Симферополь-Алушта-Ялта. Конечно, вот видите, стоит фреза, снимает старый слой асфальта. Конечно же, сейчас вот самый мощный это вот обход Алушты. Тоже там открываются великолепные виды. Дорога уходит в горы, а вот старая дорога, по которой сейчас двигаются все автомобили, весь автотранспорт, будет уже, как говорится, внутригородской дорогой, там с тротуарами, с пешеходными переходами, со светофорами. Ну и ей вот будут пользоваться уже, она уже будет на балансе городских властей. И, конечно же, экология Алушты намного улучшится, потому что когда через город проходит весь трафик, то не позавидуешь, особенно в летний период. Огромные пробки скапливаются на этом маршруте. Да, собственно, вся дорога, вот если брать даже от Симферополя до Перевального, вот эта Добровская долина, там очень много сел, прямо на дороге находится. 40-30 километров в час ограничение скорости, камер понатыкано, и вот едешь, вроде и не торопишься никуда, все равно
Штрафы прилетают, откуда они прилетают там. Как ты не старайся, как правила не нарушать, все равно где-то провтыкаешь и 1-2 штрафа словишь. А некоторые вообще как собака-блох этих штрафов наловят. И благо там, конечно, сильно ты не превысишь. Но самый распространенный штраф какой? Это 20-40 км в час. Сейчас он стоит 750 рублей. 25% скидка в течение месяца, если платишь, то это там 560, по-моему, рублей получается. Так, а если их много, то тоже выкатывается приличная сумма. Повторю, даже вот говорят, не нарушай, штрафов не будет, все равно где-то там знак пропустишь там 30 км в час, а едешь там 50, уже все, ты попадаешь под 51 даже, попадаешь уже под штраф. Так что особенно если едешь в темное время суток. Раньше-то хоть предупреждал там навигаторы предупреждали, а если сейчас вот отключают всю эту навигацию, молчит он, и едешь, где-то поймаешь все равно. Знаки, хоть и предписано устанавливать, вот там за сколько, за 150-300 метров до камер, вот этих знаки, что камера впереди, все равно можно пропустить. Так что скажу традиционные слова, и будьте внимательны и не нарушайте правила. Но как ни старайся, все равно схватишь. И даже если ты не местный, ну, местные уже на автомате все эти штрафы знают, где камеры стоят, хотя периодически их меняют. Так что вот такая ситуация на этой дороге. Ну и, конечно же, обход, юго-восточный обход Симферополя, это просто огромное дело. Я уже вот в первом видео, где мы с вами смотрим эту дорогу, говорил, что по значимости, как по моему мнению, это вторая величина после трассы Таврида, вот этот обход. Очень много экономит времени. В курортный сезон вот через Симферополь можно ехать и 2, и 3 часа по пробкам, а это вылетаешь 27 километров, и ты в Перевальном уже. Сделают еще вот этот участок до Алушты 16 километров и обход Алушты 8 километров, то вообще будет великолепно. Если брать от трассы Таврида до Ялты, ну, я думаю, раньше где-то в курортный сезон за 3,5 часа можно было добраться, то сейчас, я думаю, часа полтора-два вылетит эта дорога вам. Ну, радикально меньше, и нервы потратишь меньше, и безопасность движения, потому что 4 полосы, по 2 в каждом направлении, это все-таки много значит. Ну, а мы тем временем с вами, дорогие друзья, подъезжаем уже к столице, как ее называют, к столице, курортной столице Крыма, городу Ялте. Город счастья его еще называют, но по узким улочкам на машине это скорее город несчастья для автолюбителей, чтобы где-то припарковаться. Но проблемы эти вот как ни крути, решать придется, хотя как мне вот даже в голову не приходит разместить огромное количество машин в Ялте, где улицы действительно узкие, где вот эти муравейники, скворечники понатыканы, прямо над головой висят вот эти халупы, хибары, особенно в центре, в исторической части города, в центре, ближе к набережной. Но там мне удалось, вот забегая вперед, на улице Гоголя, мне удалось припарковаться. Я вот как раз всегда туда, вот когда еду в Ялту, стараюсь там где-то поставить машину. Ну, не получается, то ездишь, ищешь. Ну, как правило, всегда получалось. Один раз меня, правда, эвакуировали возле гостиницы «Арианда». Машину прям поставил и отправили на штрафстоянку. Пришлось заплатить штраф 1500 за парковку, ну и плюс за хранение авто, там, по-моему, тогда было 2500. Вот такие расценки. Плюс доехать туда, взять машину, а еще нужно поехать в ГАИ, оплатить штраф, по-моему, что-то такое. Но мне повезло, мне на месте прям обелетили, и все. Но полдня все равно потерял. Так что будьте осторожны, под знаки не ставьте. Если и не эвакуируют машину, то сфотографируют, и штраф придет за неправильную парковку.
Парковочных мест, к сожалению, еще раз скажу, в Ялте не очень много. И больше их, самое проблемное, что больше их и не станет. А город застраивается семимильными шагами. Вот, жилмассивов там на склонах появляется, как грибы растут. Цены космические, но, не знаю, покупают их, не покупают. И машин становится все больше и больше. Вот, особенно это заметно, конечно, когда курортный сезон. Это вот просто проблема. Люди приезжают, снимают жилье, и первый вопрос у них, есть ли место для парковки. В большинстве случаев хозяева, какие предлагают вот съемное жилье, говорят, что нет. Но есть некоторые там, да. Но это я про Ялту, про саму Ялту говорю. Хотя и в других городах проблема с парковкой возникает уже существенная. И в Феодосии, и в Евпатории, я уже не говорю про Судак, там вообще непонятно, как, где машину ставить. Так что, дорогие друзья, пользуйтесь, как говорит Сергей Семенович Собянин, мэр Москвы, пользуйтесь общественным транспортом. Но, к сожалению, в Ялте общественный транспорт тоже не на высшем уровне. Особенно если вы едете куда-то в большую Ялту, в какие-то поселки, там Гаспро, Гурзуф и прочее, тоже можете помучиться. Вот, особенно летом, когда жарко, постоянно у них битком, кондиционеров нет, как класса. Так что вот такие нюансы, неудобства. Конечно, на своей машине намного лучше, но проблема с парковкой. И повезет тем людям, которые найдут жилье вот и с парковочным местом. Это вообще супер. Но что имеем, то имеем. От этих проблем, как ни странно, в Ялте людей, народу, отдыхающих меньше не становится, а только больше и больше. Ну и вот потихонечку мы с вами прибываем в Ялту. Вот видите, здесь дорогу слегка уже вот реконструировали. Видим мы, разметка еще вот в некоторых местах не везде нанесена. Барьерные ограждения по краям дороги установлены с обеих сторон. Ну и разделительные, видно вот две сплошные. Тоже ширина дороги оставляет желать лучшего. Но это, еще раз скажу, Ялта. Заезжаем и едем по улочкам Ялты к улице Гоголя. И мне там удалось запарковаться с первого раза. Но опять же, это не показатель, это не сезон. Я чисто ехал вот пока посмотреть самому, давно здесь не катался, посмотреть самому дорогу. Вот заезжаем на Атан, попить кофе и двигаемся дальше. Но здесь я вот подробности опускаю, и мы с вами уже в Ялте. Посмотрите, какая красота. Солнышко встречает. В Ялте свой особый микроклимат, потому что горы окружают горы Ялту, и они препятствуют вот переходу, в основном там вот этих грозовых туч. И если там в другой части Крыма погода там дождливая, то в Ялте может быть солнечно. И наоборот. Так что, если вот говорят в основном о погоде в Крыму, то это не значит, что в Ялте такая же погода будет, что вот знать на будущее. Ну вот посмотрите, едем, деревья уже, листва опала, и вы видите, что творится вот с пробками в Ялте. Ну, здесь вот мы немножко опустили и заезжаем как раз вот через мост над рекой Водопадная. Это как раз поворот налево, и начинается улица Гоголя. Если вот брать, вот сейчас мы смотрим, едем по улице Гоголя, то с левой стороны Пушкинская будет улица. Она такая пешеходная. Движения там нет. И вот двигаемся по Гоголя, смотрим вот парковки, видите, знаки. Здесь стоимость парковки 50 рублей. Но еще раз хочу сказать, мне удалось, вот смотрите, и с левой стороны машины стоят, хотя там вот знак был. Но эвакуаторы я видел, вот эти зеленые манипуляторы, такие же, как в Москве, шастают туда-сюда и увозят машины на, вот видите, знак. Справа вот парковка, как раз разметка мест есть, и
Стоимость парковки здесь на данный момент, на выход этого видео, 50 рублей в час. С оплатой тоже там сложности свои присутствуют. Так что вот такая ситуация по парковкам. Ну, а я буду на этом заканчивать, дорогие друзья. Вот такая у нас часть дороги была от Перевального до Ялты. Кто не видел первую часть, юго-восточный обход, обязательно посмотрите. Знак 40 вот на дороге даже нарисовано. И мы с вами находим брешь вот в этих машинах, вот видите, и сюда становимся. А я на этом заканчиваю. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до новых встреч.